Знаете, что на самом деле страшно представить? Нет, не сам факт нападения маньяка. Страшно представить, что испытывают люди после этого. А что, если им удалось выжить? Сломанная психика, социофобия, паника при виде подозрительных людей на улице. Жизни этих людей меняются один раз и навсегда, и зачастую помочь им очень тяжело даже самым квалифицированным специалистам. Представьте себе, что вам удалось выжить после нападения одного из самых известных серийных убийц Америки. Эти люди выжили, чтобы рассказать о том, как это было. Всем привет, дорогие друзья, вы вновь на канале Fort Crime. Сегодня вас ждет не совсем обычная история. Я расскажу вам о 5 жертвах, которые спаслись от самых жестоких серийных убийц Америки. Хочешь узнать, какую жесть пережили эти люди? Тогда досматривай видео до конца. А сейчас я рекомендую выключить свет, сесть в удобную позу и надеть наушники. Мы начинаем. Убийцы редко оставляют после себя выживших, тем более серийные, ведь они могут легко поставить под угрозу деятельность преступника и помочь упрятать нападавшего за решетку. Поскольку самосохранение серийного убийцы находится под угрозой, неудивительно, что выживших жертв серийных убийц так мало. От Зодиака до Ночного Сталкера мы пройдемся по всем. Некоторые из жертв даже помогли привлечь нападавшего к ответственности. Знак Иисуса спас Уитни Беннет от Ричарда Рамиреса. В 1984 и в 1985 годах один убийца терроризировал Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Ночной сталкер, которого впоследствии опознали как Ричарда Рамиреса, проникал в дома людей, жестоко убивал их, иногда насиловал и крал все, что попадало ему в руки. По мере того, как ночной сталкер продолжал свою деятельность, его преступления становились все более жестокими. 5 июля 1985 года Рамирес вошел в спальню 16-летней Уитни Беннет. Он ударил ее по голове, лишив сознания. Рамирес, который часто использовал предметы домашнего обихода для нападения на своих жертв, пошел искать нож на кухне. Не найдя его, он вернулся в комнату Уитни и начал душить ее лежащим рядом телефонным шнуром. От шнура полетели искры, и Рамирес бросил его. Уитни снова начала дышать. Ричард Рамирес считал, что это знак от Иисуса Христа, несмотря на то, что он сам верил в сатанизм. Он бросился прочь и скрылся из дома Беннетов. В результате избиения Уитни пришлось наложить 478 швов на кожу головы, но она смогла выкарабкаться. Позже она смогла дать показания на суде над Рамиресом, на котором ему было вынесено 13 смертных приговоров. Присутствие Ронды Уильямс помогло положить конец правлению убийцы Кэндимена. Дин Корл, которого часто называют убийцей Кэндименом и крысоловом, убил по меньшей мере 28 мальчиков в период с 1970 по 1973 год. Ему помогали два подростка – Дэвид Брукс и Элмер Хенли-младший. Этим двум мальчикам было предложено вознаграждение за то, что они будут приводить Корла к потенциальным жертвам. После 2 лет приведения мальчиков к Корлу, Хенли однажды привел в дом преступника 2 человек – Тимоти Керли и Ронду Уильямс. Когда Корл приехал, он был в ярости от того, что Хенли привел девушку. В конце концов, Корл решил, что он и Хенли будут пытать по одной из жертв. Корл возьмет Керли, а Хенли – Уильямс. Хенли решил, что это заходит слишком далеко. Он выстрелил в Корла, который разделся, чтобы начать насиловать одну из жертв 5 раз, убив Кэндимена-убийцу. Затем троица подростков вызвала полицию, в результате чего раскрылась вся глубина преступлений Корла. Брайан Хартнелл выжил после жестокого удара ножом убийцы Зодиака. Вы все знаете про этого зверя, Зодиака. В сентябре 1969 года убийца Зодиак уже начал рассылать свои печально известные письма и коды в газеты Сан-Франциско. 2 пары, Бетти Лу Дженсен и Дэвид Фарадей, и Дарлин Феррин и Майкл Маго подверглись нападению. Когда Брайан Хартнелл и Сесилия Шепард были на пикнике, к ним подошел незнакомый мужчина с пистолетом. Мужчина был одет в капюшон, закрывающий лицо, с солнцезащитными очками, закрывающими глазные отверстия. На нем также был нагрудник с символом. Таким же символом Зодиак подписывал свои письма. Мужчина заставил Шепард связать Хартнелла, а затем связал и ее. Затем он нанес обоим несколько ударов ножом, оставив их умирать. Затем убийца взял машину Хартнелла, сделал описание убийства и нарисовал на ней свой символ, после чего позвонил в полицию и сообщил о своем преступлении.
Шепард прожила достаточно долго, чтобы дать описание нападавшего. Хартнелл выжил, но не смог разглядеть лицо нападавшего. Более ранняя жертва, Маго, также пережила нападение и смогла дать ограниченное описание убийцы. Убийца Зодиак так и не был пойман. Ребекке Гард удалось в последний момент сбежать от убийцы с Грин-Ривер. Гэри Реджуэй выбирал женщин, занимающихся сексуальными услугами, неспроста. Он знал, что полиции будет гораздо сложнее выследить его жертв, если они будут часто переезжать и менять имена. Однажды дождливой ночью убийца из Грин-Ривер ехал домой по южному Тихоокеанскому шоссе, когда увидел Ребекку Гард. Гард шла домой с работы, она работала телемаркетологом. Он предложил подвезти ее и $20 в обмен на половой акт. Гард, которой было всего 20 лет, согласилась. Она села в его машину и ее отвезли в лес. Через некоторое время Реджуэй напал на Гард, пытаясь ее задушить. Ей удалось сильно толкнуть Реджуэя в дерево, на время оглушив его. Гард воспользовалась случаем и побежала за помощью, найдя близлежащий дом на колесах, чтобы укрыться в нем. Она не сразу сообщила о нападении в полицию. У нее была история проституции и употребления запрещенных веществ. Она боялась, что полиция арестует ее или просто проигнорирует. 2 года спустя, в 1984 году, Гард все-таки решилась сообщить о случившемся в полицию. Гэри Реджуэй был арестован только в 2001 году, спустя 17 лет после того, как Гард сообщила. Полиция смогла связать его с убийствами 4 женщин с помощью ДНК. Кэти Клейнер пережила одно из последних нападений Теда Банди. К 1978 году Тед Банди уже был дважды арестован и 1 раз осужден за некоторые из своих преступлений. Но дважды ему удавалось сбежать из тюрьмы. В начале 1978 года Банди был в бегах, прибыв во Флориду на поезде из Чикаго в Мичиган, где он угнал машину. Не имея возможности устроиться на работу, без надлежащего удостоверения личности, Банди воровал и промышлял этим в течение недели в Таллахасси, чтобы свести концы с концами. Рано утром 15 января Банди ворвался в женское общежитие в университете штата Флорида. Оказавшись там, он быстро убил 2 девушек – Маргарет Боуман и Лизу Леви. После того, как он задушил Леви, он совершил над ней насилие. Затем Банди перешел в соседнюю комнату, где нашел Кэти Клейнер. Он жестоко избил девушку из общежития, сломав ей челюсть и ранив в плечо, но не убил ее. Перед отъездом Банди напал еще на 2 жертв на территории кампуса Флоридского университета. Через несколько недель Банди убил последнюю жертву – Кимберли Дайан Лич. Ей было 12. Неделю спустя он был арестован в последний раз. Он был приговорен к смертной казни, которая состоялась в январе 1989 года. А на сегодня у меня все, дорогие друзья. Напишите в комментариях, приходилось ли вам сталкиваться с нападением маньяков и как вы это пережили. Мне будет очень интересно прочитать ваши истории. Также не забудь подписаться на наш телеграм-канал, где выходят анонсы новых видеороликов. Так ты не пропустишь ни одного ролика на канале. Увидимся совсем скоро. Всем до встречи и пока.